Наконец-то пришло время изучить одну из самых интереснейших тем в мире программирования, особенно на языке Python, это счетный цикл for. Представьте, у вас есть список из 100 оценок студентов. Писать 100 строк print оценка – это безумие. Именно для этого существуют циклы. Вы уже знаете, что такое while, а теперь познакомитесь с его братом for. Главное отличие в том, что while работает, пока выполняется условие, и вы сами следите за счетчиком. For работает иначе. Вы говорите «пройди по каждому элементу вот этой коллекции», и Python сам делает все остальное. Никакого ручного счета, никакого риска забыть его увеличить. И достаточно интересное понятие, с которым вам нужно познакомиться, это итерируемый объект. Что это такое? Итерируемый объект – это любой объект, по элементам которого можно пройти по одному. Это может быть список, как сейчас вы видите на экране. Я могу по одному перебирать элементу. Это может быть строка, тогда мы будем перебирать по одной букве. Это может быть кортеж, словарь, множество, и все они итерируемые. Именно их можно передавать в for. И вот базовая конструкция, как выглядит данный цикл. Запомните ее раз и навсегда. На каждом этапе Python берет очередной элемент из нашей коллекции и кладет ее в переменную цикла и выполняет тело. Потом берет следующий элемент и так до конца. Значит, что у нас здесь происходит? У меня есть список с фруктами. Дальше я говорю пройтись по фрукту в фруктах. То есть я беру все эти элементы коллекции и перебираю по одному. И каждый из них по одному записывается вот в этой переменной цикла. И дальше я ее могу как-либо использовать. Например, вывести. То, сколько здесь элементов, столько раз цикл и будет повторяться. И, соответственно, из фруктов сначала будет у нас яблоко записано в этой переменной, оно запринтится. На этом дальше у нас ничего в цикле нету, поэтому он снова возвращается сюда, передается уже следующее значение, это банан, принтится банан. Передается вишня, принтится вишня. Получается, что переменная фрукт – это обычная переменная. На первом шаге она равна яблоко, на втором банан, на третьем вишня. После окончания цикла она сохраняет последнее значение. Обратите внимание, что в Python нет изолированной области видимости для цикл. Переменная цикла остается доступной после его завершения. После примера вот этого, если мы еще раз отдельно запринтим эту переменную, она также выведет вишня. И как раз таки итерация по списку является самым частым случаем. Элементы перебираются в том порядке, в котором они стоят. Значит, изначально у нас есть оценки, и нам нужно посчитать, то есть total 0. Мы в эту переменную total складываем каждую оценку, в конце делим на количество этих оценок, измеряя длину данного списка, и принтим среднюю оценку. Точка 1f означает, что после точки будет только одна цифра, чтобы не было 3.8 и там дальше 0,0000 или 88888. Просто такое вот округление. Значит, еще раз, у нас есть список, есть переменная total 0. Мы берем из этого списка, достаем первый элемент, пятерку, и к нулю прибавляем эту пятерку. Все следующее, у нас здесь уже записано 5, к пятерке прибавляем тройку. Получается 8. К 8 прибавляем 4, получается 12. К 12 прибавляем 5, получается 17. К 17 прибавляем 2, получается 19. К 19 прибавляем 4, получается 23. Дальше 23, который у нас получился в total, делится на длину grades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 элементов. 23 нужно поделить на 6. И у нас после округления должно получиться 3,8. Давайте запустим. Вот, у нас получилось 3,8. Давайте запринтим теперь сюда total, чтобы проверить, правильно ли я посчитал. 23. Все верно. Значит, кроме списка, мы также можем итерировать и строчки. Как я говорил ранее, строка тоже является итерируемым объектом, значит, мы можем ее перебирать, а значит, каждая буква будет у нас записываться в эту переменную по отдельности. Абсолютно аналогично спискам работает и итерация кортежа.
А вот если мы говорим про словари, здесь уже немножечко интересней. Здесь нужно использовать специальные методы данного словаря. Например, из оценок мы достаем только значения. И у нас принципе только значения, то есть оценки данных студентов. Либо же мы можем использовать метод items, когда мы достаем и ключ, и значение. И вот смотрите, интересная фишка, мы можем использовать две переменные цикла. Здесь name и score. В name записывается имя ученика, в score записывается, соответственно, его оценка. И мы можем это как-либо использовать внутри цикла, модифицировать, улучшать и так далее. То есть здесь сейчас происходит полноценная распаковка. Это когда Python автоматически раскладывает кортеж по двум переменным, в нашем случае name и score, и это получается очень удобно и читаемо. И вот использовать items – это самый популярный способ работы со словарем в цикле. Используйте его, когда нужны и ключ, и значение одновременно. И возникает главный вопрос, когда все-таки выбирать for, а когда while? Оба цикла повторяют действия, но у каждого своя ниша. For – это если у вас есть коллекция или какое-то известное количество шагов. Вам не нужен ручной счетчик, и код получается короче и понятнее. А вот while нужно использовать, когда условие произвольное и может не зависеть от коллекции. Когда количество итераций заранее неизвестно, и вы делаете какое-то ожидание вывода, либо же сетевые запросы. Значит, если у вас есть коллекция или вы знаете количество повторений, то берите for. Если нужно ждать какое-то условие, берите while. Вы уже должны знать про такие инструкции, как break и continue. Break немедленно выходит из цикла, а оставшиеся элементы не обрабатываются. И вообще break и continue работают for точно так же, как и while. Ничего нового учить не нужно, правила у нас те же. Как только мы нашли число меньше нуля, мы пишем, что нашли отрицательное число и делаем break, то есть выходим из цикла вообще, он завершается. Либо же если мы используем continue, то мы просто пропускаем нули. Если у нас 0, мы его пропускаем, но итерация при этом продолжается. То есть здесь сработает только 10, 5 и двойка. Поделится у нас 100, поделится на 10, 5 и 2. На 0 делить нельзя, да? Иначе будет zero division error. В цикле for, как и в цикле while, также можно использовать блок else. В Python у цикла for есть необычная возможность. Блок else. Многие новички удивляются, зачем он нужен вообще циклу. И данный блок выполняется, если цикл завершился нормально, то есть без брейка. Если был брейк, то else уже не выполняется. То есть else нужен для того, чтобы проверять, закончился ли цикл штатным образом. Здесь вы можете увидеть пример, так как данного студента у нас в списке нету, и он у нас не будет найден, сработает else, который скажет, что данный студент не найден. Но если же вдруг он будет найден, то сработает break, и else уже выполняться не будет, мы увидим информацию только о том, что данный студент был найден. Без else нам пришлось бы заводить отдельный флаг типа found равно false и проверять его после цикла. С else код становится чище. Но скажем честно, else в цикле это достаточно редкая конструкция. Многие опытные программисты не используют ее, чтобы не запутывать читателя. Но знать ее нужно, и вы можете встретить ее в чужом коде. Итак, что же важно запомнить? For перебирает итерируемые объекты, список, строку, кортеж, словарь и многие другие. На каждом шаге переменная цикла получает очередной элемент. Словарь перебирается по ключам. Для значения это values, для пар это items с распаковкой в две переменные. For мы используем, когда у нас есть коллекция, while, когда у нас произвольное условие. Выбирайте нужный инструмент под вашу задачу. Break и continue работают точно так же, как и while. Break это выход из цикла, continue это пропуск текущей итерации. Else у цикла for выполняется только если цикл завершился без break. Используется для проверки, нашли ли то, что мы искали, например. А также переменная цикла остается после его завершения. Python не создает изолированной области видимости для for, и если список пустой, то переменная не создастся вообще. Что ж, ну а на этом все. Я жду вас на следующем уроке, где я вам расскажу про функцию range.